Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме вдруг, и тех, кто в записи его когда-то может будет смотреть. Привет, Герт. Привет, может кто-то еще есть, но не пишет в чате. Всем тоже привет. Начинаем внезапно, очень-очень сильно внезапно. Для меня и для вас, наверное, тоже. Не знаю как, наверное, но для меня так точно. Внезапно начинаем метро проходить. Не знаю, как насчет всей трилогии, или пока только одну или две. Поглядим, еще пока не заглядываю в такое будущее, но хотя бы одну 100% настроение уже есть. Попробовать, а настроение почему? Потому что вчера что произошло? Вчера произошло такое прям событие, я бы сказал, неплохое, мягко говоря. Анонс, собственно, или трейлер, или что там, как это правильно вообще. Короче, новое метро показали, я прям был немножко удивлен. Я не то чтобы прям вообще следил за этим, когда там планировали, не планировали его показывать, не показывать. Я просто где-то там краем уха, краем глаза, краем чего-то там еще увидел, услышал, что появились какие-то трейлеры, анонсы, вот это вот все. Побежал сразу смотреть, сразу посмотрел, сразу вау-вау-вау. И сразу и атмосфера, и настроение, и ностальгия, все нахлынуло просто кучей просто все навалилось. Я-то и так уже, по-моему, на прошлом или на позапрошлом стриме там с кем-то в чате как раз обсуждал, что давно у меня и так были мысли перепройти еще для канала и для себя, уже спустя сколько лет, эту игру. А тут еще такой повод, поэтому думаю, от судьба прям подвалила. Так, не надо, мне тут не надо меня перебивать этими катсценами, извините. Да, судьба прям подвалила, вот типа на, вот иди, проходи сейчас. Ну я такой, ну ладно, давайте, раз уж игра, раз уж судьба так подкидывает мне повод, то почему бы и не поностальгировать под такое событие, собственно. Привет, антивирус, привет, Деревенский. Всем привет. Я вас, по-моему, впервые вижу у себя. Добро пожаловать, если что, к нам. Сейчас я договорю до конца и прочитаю, что вы там пишете еще. Вот, на чем я остановился, господи. Да, что анонсировали новое метро, поэтому и сразу подвалила эта самая ностальгия, атмосфера, и захотел как раз наконец-то перепройти. Так-то для меня это будет точно уже не первое и не второе, наверное, прохождение, вроде бы даже третье, потому что самое первое оно у меня было еще капец давно, еще, наверное, в детстве, еще 100 лет назад. И я, по-моему, тогда еще даже его полностью и не прошел, конкретно эту первую часть. Ну и в целом тоже. Потом уже, когда, наверное, Exodus выходил, или где-то чуть раньше, я как раз полноценно уже проходил все части, и потом и сам Exodus тоже. Вот тогда уже прям полноценно проходил, но это тоже было уже давно. А тут уже анонсировали еще одну новую часть, поэтому вот вам и повод один, чтобы перепройти. Вот этот повод, как я уже сказал, и повод то, что просто много лет прошло, и тоже было настроение, и было желание давно перепройти и так. Просто постоянно оттягивал, постоянно на потом оставлял, а не надо меня перебивать, катсцена, пожалуйста. Постоянно оттягивал, на потом оставлял, все ждал, когда же наступит этот момент. А тут вот, как я и говорю, судьба прям подтолкнула меня, и вот этот момент наступил чуть раньше. Потому что если бы эту игру не анонсировали, то я бы еще не скоро, наверное, опять вернулся бы к серии метро, этому перепрохождению, в том числе и для канала. На канале еще нет, и хотелось бы, чтобы и на канале было. Все вроде как. Так, что у вас там? Ух, одна из немногих моих любимых игр. Вот недавно все 3 прошел. Да, понимаю. Она у меня тоже такая, довольно-таки засевшая в душе. Потому что, вот как говорю, впервые я ее проходил еще в далеком детстве, наверное. И она у меня тоже
сердце отложилось в воспоминаниях. Эта атмосфера, вот эти вот все метро, вот эти вот все пещеры, туннели, вот эти все дела. Так что у меня еще предстоит это вот эти все 3 игры опять тоже лично перепройти, как и тебе. Мне осталось метро Исход пройти, и вся трилогия будет пройдена. Понятно. А у меня пока только все начинается. Пока вот только вот эту, потом вторую в идеале. А насчет третьей я пока не уверен, буду ли я вообще все 3 проходить. А если и буду в теории, то не знаю даже сразу ли третью, или третью, может, оставлю где-то на потом, может, ближе к выходу 4-й части, может быть. Хотя, может, прям настроение пойдет, прям полным ходом и все 3 за марафон, кто знает. Так, я проходил еще оригинал. Да, господи. Всего 4, наверное, прошел. Не, всего, наверное, прошел больше 10. Ничего себе. Уж и 10 раз пройти, это... Вот это ты... Любитель, фанат, вот это да. Для меня-то 2-3 раза игру пройти, это ого-го-го-го-го. Больше 10 раз, с ума сойти. Мне обидно стало, что в 4-й части метро русского языка, скорее всего, не будет. Ну, конечно, да, наверное, обидненько, но и в любых других современных этих заграничных играх тоже русской озвучки нету. Его субтитрами зачастую ограничивалось. Че, привыкать, что ли? Вот, кстати, что хотел еще сказать, что не добавил, то, что я перепроходить в этот раз уже буду не на русской тоже озвучке, между прочим, потому что первое и второе свое прохождение, ну, хотя первое можно вообще не считать его толком, я его вообще не помню, я тогда его и не прошел полностью, как я и говорил. Но второе, когда я проходил полностью, как раз таки, я проходил на русской озвучке. Я там помню вот эти многие штучки в игре, вот эти все озвучки, всех персонажей, теми голосами, все это я более-менее помню. В этот раз вот хочу заценить украинская озвучка, потому что я, по-моему, вообще не знал, что она тут есть. Может, ее потом добавили, не знаю, не шарю. Не уточнял. Да и в целом для меня очень мало игр, в которых есть украинская озвучка. Для меня это прям редкость. Вот когда Сталкера проходил, то такая же ситуация была. Вот, потому что первый раз проходил с русской, вот теперь интересно будет еще глянуть для себя, что тут с украинской будет. Скажем так, в 2 видах. Буду помнить, как там с той озвучкой игра была, и в такой вариации тоже. Интересно будет пройти, глянуть, что там да как. Субтитров на русском тоже не будет. Да не верю. Не верю. Еще до выхода почти год, так что еще все, думаю, поменяется. Я не верю, что прям даже субтитров не будет. В том же Сталкере втором субтитры хотя бы были. Озвучки тоже не было, но субтитры были. Как же я люблю проходить ее на хард сложности, без субтитров и без интерфейса. Ну, я на хардкоре ничего проходить не хочу, я 100 лет в нее не играл. Не как ты больше 10 раз прошел, так что на хардкоре для меня точно не это самое. Выберите стиль игры, кстати, вот как раз. Я надо было этот ролик все-таки глянуть. Может подождать, пока он заново не появится. Сложность выберу. Какая там, средняя была или какая там еще. Так, что-то я затянул с этим вступлением своим. Кто-то, наверное, уже разбежался, подумал, сколько можно бубнеть, когда уже игра. Но я на первых стримах в самом начале всегда небольшое такое предисловие, предысторию делаю на парочку минут, чтобы потом
Если что, вдруг кого-то отправлять на начало стрима, чтобы не было вопросов. Привет, Фантак. Ок. Проходи давай. Но я же только что сказал, что я обычно на первых стримах в самом начале небольшую сводочку делаю, там предисловие вот это вот, чтобы в будущем кого-то там, если что, будут какие-то вопросы, отправлять в начало стрима. Вот сейчас я все закончу, все договариваюсь, что я практически уже и закончил. И погнали. И пойдем сразу тогда. Сейчас, может, еще этот ролик хочу подождать, когда появится, чтобы вступление-то глянуть. Я, наверное, тоже пойду в метро. Да? Тоже будешь проходить? Перепроходить или проходить прям? Ладно, тогда подожду 2 стрима. Ну, как хочешь. Можешь подождать просто 10-15 минут, а потом вернуться и будет тебе геймплей. Или даже меньше. Субтитры оставишь на русском? А то я плохо знаю украинский, я так бы смотрел и читал. Конечно, да. Вот ведь в этом меню слова на русском ведь. Главы, новая игра. Я когда Сталкер 2 проходил, тоже ведь субтитры оставил на русском, потому что мало ли кто из зрителей просто заходил бы смотреть, то хоть что-то, чтобы понимал, я хотел, чтобы оставлять. Хотя бы субтитры на русском. Я народився в Москві. А озвучка была на украинском тоже. Вот и Але тут я также нічого не оставлю. пам'ятаю про ті часи. Коли старий світ згинув у полум'ї атомної пожежі, я був ще зовсім маленьким. Украинский похож с русским, но немного отличается. З 10 Да. мільйонів мешканців Москви Многое врятувалися похоже, тільки а 40 многое нет. тисяч. Так что